Привет, это рубрика «Чудо техники». Я на окраине Краснодара сижу рядом с машиной, которую с первого взгляда, естественно, проще всего принять за «Волгу», но мне видно, что за этой вот решеткой находится ярко-синий патрубок, толстенный, и уже одна только эта деталь позволяет заподозрить, что с машиной не все так просто. И с ней действительно не все так просто. Сложно вообще сказать, что это такое. Еще «Волга» или уже Nissan. История с этой машиной получилась, в принципе, достаточно традиционная. То есть у нынешнего владельца, когда он был юн годами, в семье была «Волга», он успел к той машине прикипеть душой, разобраться, как она устроена. Он неплохо ее знал, но та старая «Волга» ушла в историю, и когда он вырос, ему захотелось свою собственную машину, такую же «Волгу». Вот он ее купил и взялся основательно переделывать. Эта машина сразу должна была стать не то чтобы даже «Волгой», а проектом на ее базе. И действительно, в проект она превратилась, причем очень даже интересный. Давай с козырей зайдем и под капот посмотрим сразу, чтобы было понятно сразу все, так сказать. На капоте поставил петли, так как у «Волги» БЛС обычно стандартный, замок частенько открывается на трассе. Ага. И чтобы этого не случилось, не пострадало ничего, я поставил петли, замок вообще убрал. Фух, у тебя тут прям красота. Ну, есть немного. Угу. Ну, не немного, не скромничай. Изначально я поставил сюда, когда ее взял, ЗМЗ 406-2 инжекторный, стоковый, просто купил, поставил, оформил его, ездил какое-то время, потом в городе как-то пошли движения, на какие-то стали мероприятия ездить там. Как сказать, были такие небольшие официальные гонки, я прокатился, проиграл всем, мне это очень сильно не понравилось. Я плюнул, сказал, хочу, чтобы было, во-первых, и что-то куда-то ехало, и, ну, красиво, соответственно. Ну и началось турбование ЗМЗ 406, которое длилось 5 лет. Вкладыши, что там только не ломалось. Поначалу был стандартный волговский двигатель, его поменяли на отечественный мотор, как бы более производительный, но в котором постоянно что-то было не так. И бесконечная возня с отечественным мотором не позволяла ни довести машину до требуемых, скажем так, ходовых возможностей, ни заняться всей остальной частью автомобиля, потому что все силы, время и возможности уходили на тот самый двигатель. Поэтому в результате его место занял японский мотор, который мы здесь с вами и наблюдаем. Я установил на ЗМЗ двигатель-то ниссановскую коробку со Skyline. Большую такую, мощную, которая 500 сил держит. И, соответственно, когда я ЗМЗ снял и продал запчасти, у меня осталась ниссановская коробка. Но я решил, раз коробка есть, а я тем более любитель механики, автомат, ну, я не признаю, в смысле, в такой машине. Так-то гражданское, понятно, это удобно на светофорах стоять. Соответственно, я купил ниссановский двигатель тоже со Skyline, чтобы, ну, соединить, скомпоновать, все вставить. Ну и тем более люблю тоже турбо, а не атмосферу, поэтому шестерка рядная турбовая. Так, а это с какого вы Skyline подаете? Nissan Skyline R33. Ага, ясно. Это турбина? Турбина не ее, здесь маленькая турбинка снизу стоит на заводском коллекторе, на этом двигателе. Здесь был сделан кастомный коллектор, сварен полностью с нуля, так как, честно говоря, она там, турбина не поместилась, она упиралась в лонжерон. То есть, а как-то что-то переделывать с родным коллектором. Если переделать, я уже решил переделать нормально и ставить нормальную турбину. То есть, был сделан коллектор, установлена турбина. Также и выхлоп полностью был сварен заново с нуля из нержавейки. Ну, вопрос, который первый у всех сразу, сколько здесь лошадей? Сколько здесь лошадей? Ну, скажем так, на данный момент, наверное, где-то 300. Потому что здесь просто поменены катушки, установлена другая турбинка, но она сейчас на давлении 0,5 просто. Поэтому, как бы, сильно много из нее не выжимает. Это не гоночный автомобиль. Радиатор тоже со Skyline с 32 тюнинг, алюминиевый большой, кастомный бачок расширительный. Ресивер был переварен у этого ресивера, у него выход в эту сторону, заслонка стоит, и пайпы идут вокруг. Для эстетики, во-первых, что красивее спереди, переварили его сюда. Ну и пайпы гораздо длиннее до интеркулера. Ага. Интеркулер вот стоит спереди, спрятан за решетку, чтобы не портить вид, и он и продувается отлично, там и все с ним хорошо. Ну что ж, попробуем подружиться с этой красоткой. Так, мотор завели, уже неплохо. Кстати, кресла тоже ниссановские. Здесь вообще Ниссана больше, чем Волги, потому что приборочка тоже, она не совсем ниссановская, это Низма, но, в общем, в любом случае тоже история про Skyline. Коробка механика. Ух, как приятненько разгоняется. Фырчит blow-off, прям все как полагается. Давление пока не слишком высокое, машина вообще не заточена под какую-то слишком уж боевую езду, но с другой стороны
мощность чувствуется сразу. Причем такая приятная какая-то плавная мощность. Салон, кстати говоря, сделан достаточно прилично. Звук хорош, конечно, потому что дышит прям blow-off. Мотор, когда раскручивается, тембр его голоса меняется постоянно. Здесь интересно слушать двигатель. На самом деле, таких вот проектов на базе той же Волги-24 было построено очень много. И даже в какой-то момент стало казаться, что эта идея уже себя исчерпала, что все эти машины, они уже в определенном смысле вторичны, что, ну, либо надо придумать что-то другое, либо просто пора эту тему, ну, как бы и прикрыть. Но тут у нас история сделала какой-то слишком уж резкий поворот. По-настоящему современных мощных машин у нас стало как-то существенно меньше, чем прежде на рынке. И, в общем, подобный тюнинг, он, на мой взгляд, сейчас обретает второе дыхание. Потому что хочешь интересную, быструю, мощную машину, построй ее сам. Сегодня это по-настоящему актуально, надо искать новые решения. И, кстати, одним из таких решений может стать моторное масло марки Bizol. Это масло производят в Германии. Эта марка представлена в 70 странах мира, отныне и в России тоже. Эта компания очень серьезно относится к качеству продукции. Пробы из каждой партии долго хранятся, их тщательно проверяют в лаборатории. Это и качественное, и самое главное, стабильно качественное масло. Ссылки в описании. Bizol – это марка, к которой стоит присмотреться. Ну а мы, собственно, продолжаем разговор про эту Волгу. Честно говоря, сложно отвести глаза от такого роскошного подкапотного пространства, но на самом деле имеет смысл капот прикрыть и защелкнуть, потому что с багажником тут тоже не так все просто, как может показаться на первый взгляд. Ох, бодренько выглядит. Слушай, на самом деле это убедительный контраргумент. Перевези нам, пожалуйста, что-нибудь. Нет, сорян, на меня тут вон как. Ну, честно говоря, дача, она, естественно, никогда не видела, это Да. все понятно, но именно вот хотелось сделать, чтобы в багажнике тоже было уютно и красиво. Тоже, чтобы вроде как и мощная музыка, но и спрятана не на весь багажник, чтобы это было. Два усилка я вижу, один САП мощный, один усилок под САП, один по то, что в салоне. Да, или как? да, да, именно так и есть. Это моноблок, он на сабвуфер, Ага. а это четырехканальник, он спереди на двери и на заднюю полку. Ты на один из тех динамике. людей, которые по ночам изводят спящих горожан. Да нет, скажем адской так, рыбчиной какой-нибудь. скажем так, нет, может быть, когда-то в молодости, да. Но сейчас, если честно, больше езжу, наслаждаюсь звуком двигателя и вообще автомобилем. Так иногда пару песен можно прохватить, послушать. Это закрытый ящик просто? Или Нет, как? он Или не закрытый, живет? фазик у него просто сбоку, его не видно Ага. там. И отсюда мы можем плавненько перейти к задней подвеске через... Здесь с этой стороны видно стойки, то бишь здесь не просто стойки, а кайловеры, так называемые фултапы. Стойка стоит, ты можешь отрегулировать высоту. То есть дорожный стойки. просвет? Да, дорожный Ага. просвет, жесткость пружины и жесткость самого амортизатора. Мгм. То есть это все можно отрегулировать, не снимая его. Ты всем этим пользуешься или просто оно есть и хорошо? Скажем так, я подобрал те настройки, которые мне нужны, и они стоят в одном положении. В школе, в сочинениях мы частенько писали о том, что хотел сказать автор. Вот знаете, в этом случае очень понятно, что хотел сказать автор. Автор проекта хотел сделать подвеску не то чтобы дубовой, но по-спортивному жесткой. Вот эта волговская вальяжность, волговская мягкость, это не то, что ему требовалось. Он хотел, чтобы машина нормально рулилась, поэтому руль крутится с некоторым усилием, надо сказать. Он хотел, чтобы она хорошо стояла на дороге, поэтому подвеска с такими выраженными спортивными нотками. В общем, и то, и другое чувствуется, конечно. И действительно, вот Волга, Волге рознь. Причем каждый проект на основе волжанки – это вообще всегда отдельная история. Потому что люди в этом самовыражаются, они строят именно ту машину, которую хотят. Зачастую сочетания бывают странными. Бывает лютейший мотор с какой-то периной пуховой, а не подвеской. Ну вот хочется так человеку. Бывает, кстати, и наоборот. Здесь все достаточно понятно и гармонично, во всяком случае ясно, чего хотел автор. Снаружи машина выглядит почти стоковой, но почти это ключевое слово, потому что если, скажем, с этой точки зрения на нее посмотреть придирчивым взглядом, то выяснится, что что-то тут не так. Во-первых, вот этот чудовищный глушитель привлекает внимание, а во-вторых, почему он с этой стороны? Ведь вроде у Волги выхлоп как раз там, а бак как раз здесь, а тут все наоборот.
Вот действительно все наоборот, причем пока переносили бак на другую правую сторону, его размер пришлось несколько уменьшить, чтобы он там правильно вписался. Но литров 50 топлива в нем по-прежнему помещаются. А как это правильно делалось? Я не сломал ничего еще? Не-не-не. Пока нет, да, слава богу. Слушай, ну и, собственно, давай-ка про ходовую часть того, что там спереди, сзади, как оно все Ну работает. давайте сзади, да, начнем. Ага. Задняя ходовая полностью от Nissan Skyline R34, но они, в принципе, с 33-м похожи очень практически. Установили подрамник, на него же все, скажем, рычаги, все прикрутилось. Тормоза здесь сзади стоят, это также с турбо-версии Nissan, турботормоза двухпоршневые, суппорта вместе с дисками. Редуктор стоит 5.1 с блокировкой. Это задняя. Да, это задняя подвеска. А спереди у нас какие дела? Спереди, ну, передняя подвеска 31-105, то есть последней версии Волги с такой конфигурацией автомобиля. На ней установлены на этой подвеске пружины от RAV для жесткости, потому что двигатель тяжелее, и заводские не тянули, оно плавало все. Амортизаторы стоят от Соболя. Газ от Джаз Каябы, тоже для жесткости, для устойчивости. Потом, ну, заводская волговская подвеска, она вся мягкая, такая сплавающая. Рулевые тяги от Мерседеса стоят. Тормоза передние у нас мерседесовские, ну, 5,5 АМГ, 4-поршневые. Вентилируемые диски. Разболтовка сзади заводская уже была 5х114, так как это ниссановская подвеска. Спереди были ступицы пересверлены 5х114, также разболтовку. И диски тормозные, так как и мерседесовские, тоже были пересверлены, потому что на Мерседесе 5х112 разболтовка. Где вы тут разворачивались? Здесь это у нас давление буста, здесь температура. Ну, здесь температура, нет, что-то, давление масла, но его так еще не подключил. Машина практически не кренится в поворотах, во всяком случае таких простых, на гоночную трассу я на ней не выкатывался. То есть действительно здесь такая какая-то очень правильная подвеска, не дубовая, но очень собранная. Вот за это респект. Ты на ней участвовал же, да, в каких-нибудь конкурсах, фестивалях, что побеждал где-нибудь? У тебя есть какие-то такие дома? Большие блестящие чашки, которые дают? Ну, большие там не дают, там такие средненькие. Побеждал, честно говоря, больше грамот. Ну, я в основном участвую не в гонках, а в тюнинге. Отечественный тюнинг, тюнинг подкапотного пространства участвовал. Стайлинг внешне участвовал. Ну, есть у меня одно первое место за подкапотное пространство. Ну, честно говоря, так сразу не вспомнишь. Ну, я знаю, там у меня 5 кубочков стоит, там грамоты висят, все это, да. Отлично. Есть полочка специально для этого выделенная. Какие есть хотелки вот на будущее? Ты же сам говорил, что это нельзя закончить и даже приостановить не получается. Да. То есть что-то будет и дальше с ней происходить? Что? Да. Ну вот я хочу, по крайней мере, сейчас заняться мотором дальше. То есть как бы сейчас он ездит, все, он хорошо. Ну, хотелось бы давление побольше на турбину. Ну, для этого нужно поменять форсунки, нужно поменять рампу, нужно поставить регулятор топлива, все это сочленить и потом прописать. То есть вот это которое ближайшее, я думаю, на зимой этим как бы займусь. Вопрос о душе не могу не задать. Вряд ли ты прям считал, сколько денег ты потратил за время владения этой машиной, но несложно догадаться, что их много было. Нафига все это надо, если в конечном счете это Волга с мотором Nissan? У тебя для самого себя какой ответ на этот вопрос? Зачем? Для меня, я так хочу, мне так нравится. Это мое хобби, моя жизнь. Это все. Не скажу, что я только этим живу, я еще живу семьей, там, домом всем. Но это то отдушина, которой я делаю так, как я хочу, так, как я вижу. Не для кого-то, кто там как скажет мне или как что-то делать. Это именно так, как я это вижу. Я, в общем, не знаю, что сказать под занавес даже. Машина получилась хорошая, веселая, заводная. С другой стороны, в ней по-прежнему сохраняется огромный запас пространства для творчества. Планов у хозяина громадье. Можно позаниматься мотором, можно позаниматься салоном, можно позаниматься чем-нибудь еще. В общем, на несколько лет работы она его точно обеспечит. Но вот самое приятное лично для меня, что такие вещи делаются для себя любимого. Человек не ограничен никакими рамками и стереотипами. Ну, в определенном смысле ограничен, чего греха таить, но в любом случае он делает именно то, что считает правильным. И тут абсолютно неуместен вопрос, а зачем это, что получаешь в результате. Главное, разумеется, процесс, потому что, как сказал хозяин этой машины, тюнинг остановить невозможно. Пусть продолжается, дело, мне кажется, хорошее. У меня на сегодня все, с вас, как обычно, лайки, дизлайки и, конечно,
Правильно, комментарии экспертов.